равняйсь! Смирно! Равнение на знамя! Приказ Народного комиссара обороны о присвоении первого офицерского воинского звания лейтенант и направлении в войска для дальнейшего прохождения службы. Присвоить очередное воинское звание лейтенант и направить в распоряжение командующего войсками Западного особого военного округа лейтенантов Абрамова, Воронова, Горшкова, Гусева, Данилова, Агабекова, Сергеева, Щербакова, Губанова. Да тихо ты, валенок! Виноват, товарищ сержант. Генерал, не больше, не меньше. И на наш берег смотрит, бинокль рассматривает. Боятся, даже не прячутся. А что они тут делают? Рекогносцировку проводят. Чего проводят? Деревня. Разведка местности с нанесением ориентиров. Доброе утро, Ольга Алексеевна. Доброе утро, товарищ бригадный комиссар. Ну что у вас опять? Желудок болит. Не могли бы вы мне дать порошочек? Константин Степанович, ну что же это такое? Вы же каждый день пьете лекарства, каждый день по 3 раза на дню. Вы понимаете, что так нельзя? У вас язва. Вам нужно лечь в госпиталь и сделать обследование. Я это сделаю при первой же возможности. Так, давайте, знаете что? Выпейте прямо при мне. Если позволите, я возьму их с собой. Приму в кабинете. Это мне? Вам. Спасибо. Ольга Алексеевна, вы, вероятно, догадались, что я хожу к вам не за порошками. Я абсолютно здоров. Мои посещения имеют иной смысл. Ольга Алексеевна, я человек прямой. Давно хотел сказать, но не решался. Оля, я делаю вам предложение. Спасибо. Я еще не готова к этому разговору. Извините. Славно устроились. Какой замечательный вид из окна. Не до красот теперь. Немцы в последнее время зашевелились. Мне разведка постоянно докладывает обстановку. Вот и сегодня утром пограничники наблюдали рекогносцировочную группу. Раньше они маскировались различными способами. А тут уже и прятаться перестали. Действуют в открытую, словно нас здесь нет. Ничего удивительного. Всячески пытаются спровоцировать на конфликт. Ты директиву начальника генерального штаба получил?
Ну вот и следуй ее указаниям. Как думаете, куда нас направят? В гаубичный полк, куда же еще? Мы ж боги войны. Ствольная артиллерия. Не миномету между нас командовать поставят. Хорошо бы всех вместе в один полк, а? Угу. Что? Молодое пополнение. Это хорошо. Это как раз кстати. Посмотрим, какая смена нам растет. Приглашайте. Есть. Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Гусев, представляюсь по случаю прибытия для дальнейшего прохождения службы. Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Абрамов, представляюсь по случаю прибытия для дальнейшего прохождения службы. Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Данилов, представляюсь по случаю прибытия для дальнейшего прохождения службы. Молодцы, артиллеристы. Бодро рапортуете. Командир корпуса генерал-лейтенант Смирнов, начальник политического отдела корпуса, бригадный комиссар Веденеев. Поздравляю вас. С прибытием. Поздравляю. С началом офицерской службы. Ситуация на границе очень серьезная, поэтому вам надлежит немедленно убыть свои части и приступить к исполнению служебных обязанностей. Взять под свое командование личный состав и вооружение. Времени на раскачку у нас нет. Вы побеседуйте, а я пойду поработаю. Майор Синицын, зачитайте приказ. Лейтенанты Абрамов и Данилов. Гаубичный полк. На должности командиров огневых взводов. Лейтенант Гусев. Отдельный истребительный противотанковый дивизион командиром взвода противотанковых пушек. Товарищ генерал-лейтенант, очевидно, произошла какая-то ошибка. Меня же готовили в гаубичную артиллерию. Это же сорокопятки. Отставить! Вы, товарищ лейтенант, присягали Родине перед лицом своих товарищей. Вы клялись беспрекословно выполнять все требования и приказы командиров и начальников. Воинская присяга для военнослужащего закон. Сейчас вы приступили и нарушили закон. Значит, вы преступник, товарищ лейтенант. Далее. В тексте присяги сказано: и если я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня покарает суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудового народа. Судя по всему, вы не научились главному – подчиняться. Вы не имеете права называться командиром. Можно сразу отдать вас под трибунал. Гусев? Так точно. Конечно. Можно и под трибунал. Но давайте учтем молодость, Константин Степанович. Характеристика положительная. Молодость учтем. Вы не готовы командовать взводом. Назначаетесь командиром расчета. Дальше посмотрим, что с вами делать. Зайдешь с правой стороны, когда я буду проверять документы. Здравия желаю, товарищ капитан. Здравия желаю. Проверка документов. Что везем? Куда направляемся? В лагерь противотанкового дивизиона. Крупу везем, белье на смену. Белье, говоришь? А это кто такой?
Офицер новый. К нам назначили. Документы предъявите, товарищ лейтенант. Пожалуйста. Только что из училища? Так точно. А что так невесело отвечаем? Служба не нравится? Никак нет. По дороге ничего подозрительного не заметили? Никто не встречался? Что скажете, старшина? Никак нет. Проезжайте и будьте внимательны. Не получилось. Пойдем пешком. До утра мы должны быть на месте встречи. Спасибо. Белой армии оплот, чтобы с бою взять Приморье. Белой армии оплот. Где дежурный по части? Вот туда, пожалуйста, пройдите. Спасибо. Старшина, разгрузишь машину и подгонишь шлагбаум. Офицеров на выходной в город отвезешь. И побыстрее. Водителя не забудь покормить. Товарищ старший лейтенант, лейтенант Гусев, для дальнейшего прохождения службы прибыл. Пройдемте, покажу вашу палатку. Вот ваша палатка, прошу. Спасибо. Располагайтесь, вот эта койка свободна. Пока отдохните в выходной день, как-никак. Познакомьтесь с расписанием занятий, расположением лагеря. Командир дивизиона уехал в город, будет в понедельник. Представит подчиненным, ну и вперед, с песней. Спасибо. Что-то не вижу радости. Пойдем, покормлю, что ли. На какую должность прибыл? Командир расчета. Не понял. Офицер на сержантскую должность? Это кто тебе так удружил? Бригадный комиссар. Начальник политотдела корпуса. Веденеев, что ли? Да, кажется, Веденеев. Ну, этот может. Ему даже комкор не указ. Чуть что сразу ЦК звонит. За какие подвиги такая честь? Требовал назначить в гаубичную артиллерию. А 45-ки – это разве орудие? Только мух пугать. Требовал? Ну, тогда все правильно. Если ничего не смыслишь в артиллерии, так и командиром быть не должен. Вот они, красавицы, 45-очки. Ты знаешь, как мы называемся? Истребители танков, от слова «истреблять». Гаубица что, вальнул, и не видно, куда попал. Грохот один. А мы врага видим в лицо, весь его звериный оскал. И очень близко. Мы его встречаем грудью.
и не имеем права на страх. А право у нас только на то, чтобы погибнуть, но ни одного вражеского танка не пропустить. Понимаешь, лейтенант? Понимаю. Только я думаю, что врага нужно встречать огнем, а не грудью. Да, трудно тебе будет служить, лейтенант. Ну вот, Константин Степанович, ознакомьтесь. То, что происходит в районе нашей границы, выглядит как подготовка к нападению. Данные разведки это подтверждают. Мы ежедневно докладываем об этом в Москву. Смирнов. Слушаю, товарищ командующий. Так точно. Извините, товарищ командующий, я вас правильно понял, уточните. Это как же? Быть в боевой готовности и одновременно никаких мероприятий не проводить? Значит, любые действия с немецкой стороны предполагает бездействие с нашей. Но эти распоряжения противоречат друг другу, товарищ командующий. Так точно. Понял, товарищ командующий. Есть. Успел поднять войска по тревоге. Расстрел. Не успел поднять, все равно расстрел. Ну, черт. Ну почему они нам так руки вяжут? В любом случае мы будем виноваты. А те, кто давал вот такие распоряжения и слал директивы, конечно, останутся в стороне. Господин капитан спрашивает, произошла ли встреча. Передавай, мы на месте встречи. Ждем Августина. Поднимаю корпус по тревоге. Что? Да разрешите же ответить артиллерии огнем.
Да какая к черту провокация? Это война. Вы слышите? Это война! Ну, что? Приказано выполнять директиву генерального штаба. Ответный огонь артиллерии не открывать. Авиацию в воздух не поднимать, не предпринимать никаких действий. На провокации не отвечать. Константин Степанович, что с вами? Вы меня слышите? Товарищ майор, помогите! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, ви мене чуєте, товарищ лейтенант? Товарищ лейтенант! Чую. Чого ореш-то? Так я вас кличу, а ви не отзиваєтесь. Я і подумав, може случилось що? Конечно, случилось. Что, не видишь? Война началась. Как звать тебя? Павло. Кто ты? Я повар. Виноват, товарищ лейтенант! Рядовий Горбань! Повар.
говорю, давай. Ну, держитесь. Сейчас. Ой. Константин Степанович. Миленький мой, ну очнитесь, пожалуйста. Я вам сейчас перевязочку сделаю. Константин Степанович. Я за подмогой. За жизнь комиссара отвечаете лично. Так точно. Константин Степанович. Миленький, ну очнитесь. Константин Степанович. Товарищи красноармейцы, враг вероломно нанес нам подлый удар. Командование предупреждало нас о возможных провокациях. Но эти трусы не посмели вторгнуться на нашу территорию. Они там, за рекой. Слышите? Наши войска дают немцам решительный отпор. Что мы имеем? Одно орудие без прицела. 10 осколочных снарядов. 3 винтовки. 5 патронов каждый. Приказываю выдвинуться к штабу корпуса на выручку нашим подразделениям. Всем следить за формой. Мы регулярная армия, а не партизаны. Хорошо еще лошадь удалось поймать. Далась нам эта пушка. На кой черт ее тащить? Ти про це лейтенанту скажи. Не положено бросать боевое орудие. Тоже мне уставни. Не положено ему. Тебя вместо этой лошади надо было запрячь. Ну где же Синицын? Константин Степанович, миленький, пожалуйста. Пожалуйста, надо идти. Константин Степанович. Я сам, Оля. Тихо, тихо. Товарищ лейтенант, а в какой стороне штаб? У нас ни компаса, ни карты. Сориентируемся. Чок. Ну. Лейтенант стратег. Все знает, даже когда ничего не знает. Товарищ лейтенант, куда ж идти-то? Отставить разговоры. Красноармеец Челиков. Я. А вы у нас до армии кем были? Железнодорожником, помощником машиниста. Это вы вчера так хорошо пели? Так точно. Спойте нам что-нибудь, а? По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Отставить. Эй, Челиков, товарищ лейтенант лучше знает тебе. Товарищ лейтенант, там грохочет. Слышь ты, а? Слышь ты там? Туда надо идти. А? Товарищ лейтенант, лошади отдых требуется. Вся в пене уже. Хорошо. Привал. Сворачиваем в лес. Горбань, а Горбань? Шо? А что у тебя в мешке? Может, сало? Или сухари? Или махорка? Яка махорка. Вчора протянки получив, там і лежать. Да ладно тебе! Слухай, чого ти до всіх чіпляєшся? До лейтенанта сьогодні причепився, до мене чіпляєшся. Іди он до коня чіпляйся. Характер у меня такой. Який такий характер? Чіплятися до всіх. Да. Зато я с товарищами всю жизнь делился. А вас, деревенских, знаю. Кулаков. Яких таких кулаков? Ти хоч знаєш, хто такий? Та я в селі перший механізатор був. Лучший тракторист. Фільм «Тракторист» ти бачив? Ну? Так сам артист Крючков на моєму тракторі їздив, поняв? Ничего, Горбань.
Будет тебе еще проверочка. Був один такий. Провіряв. Андрюша, Андрюша, да отстань. Ну что ты хочешь? Отстань. Ну, Андрюша, прочти, пожалуйста, а? Да что читать? Какие стихи? Там Сёма лежит, а мы его даже не похоронили. Ну, отстань. Ну, Сёма. Ну, наши придут, всех похоронят. Всех похоронят. Ну, прочитай, пожалуйста, а? Эй. Андрюш, прочитай. Ну, остановись. Прислушайся. Взгляни вокруг. Деревья здесь радушно растут на юг. Их ветви маховые 100 лет скрипят. Не вы ли их посадили, не я. Громада водопада сомкнет ковши. Зима проводит каторгу в лесной глуши. Озера еле-еле подернет лед. Сквозь сон пройдут метели. И все пройдет. Молодец, Андрей, это твои стихи? Да, это мои стихи. Я поэт. Ты учился где? Я не учился. Я поступал в литературный институт, но сказали, что стихи слабоваты, и меня не взяли. А по-моему, стихи очень даже хорошие. Это хорошие стихи. Товарищ лейтенант, там немцы. Куда це вони, а? Спросил бы еще откуда. А чё идут-то так спокойно? А наши-то где? Товарищ лейтенант, похоже, что это уже не провокация. Поаккуратней с оружием. Хейрест Это Августин. Августин. Наконец-то, господин майор. Мы уже ждали. В этой стране ничего быстро не делается. Радист, передайте. Встреча состоялась. Вы хотите есть? Да, конечно. Товарищи бойцы, немцы прорвались на нашу территорию. Как далеко они продвинулись, мы не знаем. Где наши части? И почему они их не останавливают, мы тоже не знаем. Ясно только одно. Враг позади и впереди нас. Он везде. А мы, братцы, в тылу врага, но на своей территории. Поэтому, товарищи, будем продвигаться дальше, к своим. На дорогу не выходим. Будем двигаться лесом. Выполнять. Ну, пошли. Да что, мы двухжильные. Жрать бы чего не мешало. Давай. Стоять. Воды бы где найти. Без воды лошадь долго не протянет. Все, привал. Цыбоев, лошадь не распрягать, пусть так отдохнет. Горбан, Челиков. Я. Поищите, может, вода где есть? Есть. Ага. Константин Степанович. Константин Степанович.
что, Ольга Алексеевна, плохи мои дела. Все хорошо, я вам сейчас перевязочку сделаю. Редкая возможность побыть с вами наедине. Опа. Ничего не говорите, сейчас будет больно. Так, Челіков, швидко до лейтенанта скажеш, обнаружені двоє. Один із них баба. Тільки тихо, давай, швиденько. Что-то у меня от этих макарон уже желудок склеился. А мне макароны по-флотски нравятся. Еще лучше лагман. А что это такое? Лагман. Ты что, не знаешь, что такое лагман? Что такое лагман? Лагман это, знаешь, вот берут тесто, и вот тянут, а потом вертят. Лагман готов, понимаешь? У нас в Чехове вот так готовят. Товарищ лейтенант, там в лесу двоих обнаружили. Кто такие? Мужик, баба. Мужик ранен, военный вроде. Баба, женщина, доктор. Горбо них караулит. Ясно. Цыбоев, остаешься здесь за старшего. Калметов, за мной. Я. Приподнимитесь, пожалуйста. Я вот думаю, зачем военврачам выдают оружие? Оля, зачем вам пистолет? Дайте его мне. Пистолет? Только вы осторожней. Вы, вероятно, им и пользоваться не умеете. Что вы? Так, стоять, не подходить, буду стрелять! Успокойтесь. Успокойтесь, мы свои. Ты какие свои? Вы что здесь делаете? Лейтенант Гусев. Такой же вопрос можно задать и вам. Так, пистолет на землю, быстро! Пистолет на землю! На землю, я сказала! Спокойно, спокойно. Хорошо. Успокойтесь. Так и остальные винтовки на землю положили. Положили на землю! Товарищ лейтенант, если вы попытаетесь разоружить моих солдат, да я тебя расстреляю к чертовой матери! Ты что здесь истерику устроила? Дура! Война. Гусев? Я, товарищ бригадный комиссар. Который гаубицами хотел командовать. Так точно. Почему не на боевых позициях? Прячетесь по кустам, как зайцы. А немцы нашу землю, как на параде, топчут. Идем дальше. Vorwärts! Вперед. Повернитесь. Захаров, Калметов, ко мне. Назначайтесь в головной дозор. Захаров старший. Не допустить внезапного нападения противника. В бой не вступать. Выполнять. Есть, есть. Цыбоев, вперед. Вас как зовут?
Павел, А меня Ольга. простите меня за резкость. Да нет, ничего, все правильно. Это вы меня простите. А лейтенант-то наш молодец. Доктор не испугался. Как он ее отбрил-то, а? Могла бы с перепугу и стрельнуть. Молодець. Гусев. Не останавливаться. Вперед. Есть. Наши. Наши. Смотри. Мы скоро будем на месте. Там нас ждет отряд солдат и машина. Наши пошли. Эй, стой. Ты чё? Андрюша. Товарищ лейтенант сказал. Себя не обнаруживать. Да успокойся ты, наши. Андрюша. Здорово, братцы. Ну вы чё? Да свой я, свой. Русский я. Мы под бомбежку попали там. А вы с какой части, ребят? Да чё вы смотрите так на меня? Да свой я, ребят, свой. Это что такое, товарищ боец? Почему не на позициях? Что это за расхристанный вид? Виноват, товарищ майор. Фамилия? Красноармеец Захаров. Кругом! Долго думаете? Форвард. Андрюша? Андрюша! Андрюша!